Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как я вязал такую салфетку крючком. В этой салфетке по схеме, по оригинальной, 29 рядов, я же провязал 30. Я немного меняю схемы, потому что обычные схемы мне вязать скучно. И я ее провязал рельефными элементами. Вы можете оставаться со мной вязать по видео, получится такая же, либо вы можете перейти в мой инстаграм. Я также оставлю под этим видео ссылку на мой инстаграм. Вы можете найти там фото этой салфетки и схему к ней. И вязать такую, какая она должна быть по схеме. Моя же получилась по крайней пико 32 сантиметра в диаметре. Я ее взвесил, она у меня 90 грамм получилась. Вязал я ее пряжей вот такой. Это бразильская марка. Называется Ани от фирмы Циркула. В ней, в этом мотке 500 метров. Весит этот моток 147,5 грамм. Это стопроцентно мерсеризованный хлопок. В России вы такую пряжу найдете вряд ли. Но вы можете вязать любой понравившийся вам или любимой вашей пряжей. Желательно, чтобы это, конечно, был хлопок, потому что он лучше держит форму после блокировки. Почему, откуда у меня вообще эта пряжа, если вдруг вы еще не знаете, я не живу в России, я живу в Бразилии, поэтому, естественно, у меня здесь местная пряжа, другой тут, в принципе, вообще нет. Вязал я ее крючком 1,75, камера не фокусируется, это крючок 1,75, и на пряже, на этикетке также рекомендован этот же крючок 1,75. Так, что еще вам хотелось сказать? Я надеюсь, что вам будет все понятно в видео, потому что кому-то может показаться, что я вяжу быстро. Я стараюсь показывать это видео не совсем для новичков. Если все же вы только что вообще начали, может быть, будет сложновато. Хотя, ну, не знаю. Может быть, это я просто с высокой со своей колокольни так смотрю, и мне все легко. Вот, ну... Если что, я извиняюсь, я просто делюсь тем, что я делаю. Я не занимаюсь обучением, а просто показываю, как вяжу я. Я не профессиональный вязальщик, так что поймите, простите, поощрите, как говорится. Все. Вот такая салфетка получается. Вот ее рельеф. Очень аккуратный рельеф. Блокирую я с кукурузным крахмалом. Видео, как я блокирую с кукурузным крахмалом, я, наверное, делать все-таки не буду, потому что я сам не знал, как это делается. И просто в ютубе также я нашел видео, как блокировать салфетки с картофельным крахмалом. И я точно так же это все делал. Только с кукурузным. Потому что картофельного крахмала я здесь в Бразилии найти не смог. И вот я блокировал с кукурузным крахмалом. Ну, вкратце расскажу. На 200 мл воды я ее кипячу. И 100 мл воды я разбавляю просто столовую ложку этого кукурузного крахмала. Затем, когда у меня та вода 200 мл закипела, я вылил это все дело, размешал. Она у меня немножечко стала гуще, эта вся жижа. Выключаю. Она у меня становится более-менее прозрачного цвета. Я ее выключаю, остужаю. Она у меня остывает, и затем я замачиваю салфетку минут на 5, потом отжимаю сильно руками, насколько как могу, но не скручивая. И все, растягиваю на пенопласте и блокирую, придавая нужную мне форму английскими булавками. Все, я надеюсь, вам будет приятно смотреть это видео. Всем удачи, приступаем к работе. Итак, для начала работы нам нужно сделать цепочку из 10 воздушных петель и соединить эту цепочку в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в первую петлю я соединяюсь соединительным столбиком. Вот этот хвостик я сейчас буду прятать, когда будем провязывать первый ряд. В первом ряду нам нужно провязать в это кольцо 16 столбиков с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Первый столбик и одну воздушную петлю я заменю 3 воздушными петлями подъема.
То есть 2 воздушные петли — это один столбик с одним накидом и одна воздушная петля. Если вы привыкли делать один столбик начальный как 3 воздушные петли, значит сделайте 4 воздушные петли. Но высоты 2 петель для меня достаточно, которые мне заменяют столбик с одним накидом. Итак, накид на крючок и в кольцо вяжу столбик с одним накидом. Одна воздушная, столбик с одним накидом, опять в кольцо. И таким образом продолжаем вязать первый ряд до конца. Всего вместе с этим нам нужно провязать 16 столбиков и между ними по одной воздушной петле. Итак, я провязал первый ряд до конца, выполнил 16 столбиков с одним накидом в кольцо и между ними по одной воздушной петле. Сейчас в конце я сделал одну последнюю воздушную петлю, и соединиться можете не в воздушные петли подъема, а прям за сам столбик соединительной петлей. Все, приступаем ко второму ряду. Во втором ряду нам нужно провязать вокруг каждого столбика по кластеру рельефному лицевому из 2 столбиков. И между этими кластерами по 2 воздушные петли. Итак, я выполняю одну воздушную петлю подъема, накид на крючок. И вот вокруг этого же первого столбика, который у нас были воздушные петли подъема в предыдущем ряду, вяжу вокруг него рельефный лицевой столбик с одним накидом, незавершенный, накид на крючок и еще один вокруг этого же столбика, второй столбик рельефный лицевой с одним накидом, не завершен. У меня 3 петли на крючке, и теперь их все вместе я закрываю. Далее 2 воздушные, накид на крючок, вокруг следующего столбика мы выполняем также рельефный лицевой, один незавершенный и второй рельефный лицевой незавершенный, и закрываем, делаем ему общую вершину. Такая комбинация столбиков еще называется кластер. 2 воздушные и вокруг следующего 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной, 2 воздушные и так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг каждого столбика по 2 столбика рельефных лицевых с общей вершиной. Итак, приступаем к третьему ряду. Одна воздушная петля подъема, накид на крючок, и вокруг первого кластера мы вяжем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Раз, два, 3. Накид на крючок сразу вокруг следующего кластера. Точно так же 3 рельефные лицевые столбики с одним накидом. Вокруг следующего кластера также. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Вокруг каждого кластера предыдущего ряда выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Вяжем так до конца. Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил последние 3 столбика и соединился соединительной петлей с первым столбиком. Итак, приступаем к четвертому ряду. Соединительная петля во второй столбик, следующий. Одна воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же второго столбика. Раз, два и третий столбик. Одна воздушная петля, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы из 3 столбиков. То есть мы крайние столбики, первый и третий, пропускаем, а вяжем только вокруг второго столбика каждой группы. Все, таким образом вяжем ряд до конца. То есть одна воздушная, 3 столбика вокруг второго столбика. Одна воздушная, 3 столбика вокруг второго столбика. Все, продолжаем так вязать ряд до конца. Приступаем к пятому ряду.
Здесь у нас в начале будет все точно так же. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. То есть первый и третий мы не трогаем, мы их пропускаем. Далее у нас идет 2 воздушные петли и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы из 3 столбиков. Далее у нас идет опять 2 воздушные и 3 столбика вокруг второго столбика следующей группы. То есть этот ряд у нас практически точно такой же, только теперь у нас не 1 воздушная, а 2 воздушные петли между этими группами. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 6-й ряд. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. То есть начало у нас точно такое же, ничего здесь пока у нас не меняется. Далее у нас 3 воздушные, 1, 2, 3. И 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы из 3 столбиков. То есть опять у нас здесь то же самое, что и было в предыдущем ряду, только теперь между этими группами по 3 воздушные. 1, 2, 3. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 7-й ряд. 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг первого столбика. Не вокруг второго, как мы обычно это делали, а здесь сразу мы делаем вокруг первого столбика 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее сразу же накид на крючок, пропускаем второй и вокруг третьего выполняем также 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть здесь мы как бы из одной вот этой полоски у нас идет раздвоение, вот так пойдет 2. Далее в предыдущем ряду у нас было 3 воздушные петли, в этом ряду у нас будет 2. 2 воздушные, и вокруг первого столбика следующей группы также выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг третьего столбика этой же группы. Второй средний столбик, то есть мы пропускаем. Далее 2 воздушные петли, и у нас раппорт повторяется. То есть таким образом продолжаем вязать ряд до конца. По 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг первого и вокруг третьего, второй пропускаем. Между этими группами у нас по 2 воздушные петли. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 8-й ряд. Соединительный столбик во второй столбик. То есть здесь мы уже продолжим вязать так, как вязали до этого. 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого второго столбика. 1, 2, 3. 1 воздушная петля, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. То есть все, мы с этими с крайними столбиками не работаем больше. Вокруг второго столбика выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее у нас опять идет 2 воздушные, как в предыдущем ряду было. И здесь уже поехали вязать точно так же. 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика. 1 воздушная, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца.
То есть, где у нас было раздвоение, у нас теперь между ними по одной воздушной петле. В этом месте у нас как бы вот раппорты наши. Здесь 2 воздушные. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. 9 ряд. Соединительная петля во второй столбик. 1 воздушная петля подъема. 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же второго столбика. Затем у нас идет 2 воздушные и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. Все, вот наш раппорт такой. Далее у нас все то же самое, 2 воздушные петли между этими раппортами. И поехали по кругу таким образом. Опять 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика. 2 воздушные, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг следующей группы. То есть у нас везде вот эти по 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом остается, и везде между ними по 2 воздушные. Все, вяжем таким образом ряд до конца. 10 ряд. Соединительный столбик во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. Далее 2 воздушные, столбик с одним накидом сразу в следующую арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Опять 2 воздушные, накид на крючок и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. Все, то есть вот наш раппорт, где у нас вот эти штуки раздваиваются. Теперь у нас в арку мы вяжем 2 петли, столбик с одним накидом, 2 петли. Здесь между раппортами у нас также остается 2 воздушные петли. И здесь уже у нас раппорт повторяется. То есть мы вяжем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика следующей группы. Сюда 2 воздушные, столбик с одним накидом в арку, 2 воздушные и 3 рельефных лицевых вокруг второго столбика следующей группы. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца.